Друзья, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Вчера у всех девушек был праздник весны, 8 марта, всех девушек, женщин, бабушек, мам, сестер, дочерей, всех я, конечно же, поздравляю и желаю мира и добра. В эти очень непростые дни, когда мы следим за тем, что происходит, безусловно, нужно оставаться спокойными, внимательными и верить в будущее, верить в хорошее будущее. Поэтому я предлагаю нам всем немножко отвлечься от наших серых будней и рассказать вам о смартфоне, который меня очень сильно порадовал, потому что это Realme, это новинка, это флагман, это Realme GT 2 Pro. И в нем есть прямо уникальные особенности. Первое, здесь очень крутой экран. Это 2К, AMOLED экран, 120 Гц. Это LTPO второй версии, это AMOLED от Samsung. Поддерживает частоту от 1 до 120. Также здесь есть уникальная функция, это Touch. То есть скорость считывания с экрана поднимается до 1000 нит. Я такого даже не припомню вообще ни в каких смартфонах. Здесь камера прикольная, 766 IMX, но это мы видели и раньше. А вот микроскоп, который здесь установлен, вот это прямо очень интересно. Да, это не телевичок, его так постоянно не используешь, и портретики с ними поделаешь, но зато можно получать очень прикольные и уникальные фотографии. По быстродействию очень круто. Snapdragon 8 Gen 1. Причем здесь есть специальная система охлаждения, поэтому он и с тротлингом в целом неплохо, и с нагревом тоже неплохо. Мы сегодня послушаем на стереозвук и сравним его с Galaxy S22 Ultra. Вообще камеры тоже сравним с топовыми Samsung'ами. Здесь отличная эргономика, очень быстрый интерфейс, 12 Android и последняя Realme UI версии 3.0. У этого смартфона практически нет никаких недостатков, наверное, кроме цены. Но цена сейчас везде большая. А так как где можно приобрести этот смартфон по самым интересным ценам, ну и вообще подробности этого телефона, давайте я вам расскажу. Меня зовут Фил, канал Честный Блог, погнали! Пару слов по дизайну, потому что это очень легкий смартфон, 188 граммов веса, сзади у нас скошенные грани, что дает удобство при держании рукой. Также у нас сзади специальная поверхность, которая сделана под бумагу. Это не бумага, но сделана под бумагу. Сложно сказать, насколько на самом деле долговечна эта поверхность и как она будет относиться к царапинам и всему остальному. Это надо будет сказать после полугода использования, но я вам всегда рекомендую использовать чехол. Чехол поставляется вот такой, очень похож на чехол от компании OnePlus, ну, собственно, это один холдинг BB. Камера выпирает, но не сильно. По краям у нас анодированный алюминий. Кнопки громкости находятся на другой стороне. Мне нравится, когда кнопки громкости и питания находятся с одной стороны, под большим пальцем. Разблокировка по сканеру отпечатка пальцев работает очень быстро, так же, как и разблокировка по лицу. Диагональ дисплея достаточно приличная, это 6,7 дюймов, но я могу сказать, что в руке он лежит хорошо. И многим понравится, что здесь не скошенный экран, он абсолютно плоский, и сверху еще наклеена пленка. Короче, по эргономике вопросов никаких нету, кроме того, что кнопки громкости находятся с другой стороны. Но это на любителя. Теперь по экрану. Он очень классный. Это AMOLED матрица, 120 Гц. Я уже сказал, что это LTPO второй версии от компании Samsung матрица. Поддерживает частоту герцовки от 1 до 120. То есть в динамичных сценах 120 Гц, без динамики 1 Гц. Это сделано для того, чтобы мы экономили энергию, но чтобы лишний раз не обновлять экран. Но 1 Гц на самом деле получить достаточно сложно, потому что постоянно у вас будет висеть 10 Гц. Как узнать, что у вас висит 10 Гц? Очень просто. Заходите в режим разработчика и включаете опцию, чтобы у вас отображалась частота. Так вот, чтобы получить 1 Гц, надо на самом деле яркость выкручивать на максимум. Вот тогда в статичных условиях мы можем получить 1 Гц. В целом смысла в этом нет никакого, потому что это сделано для экономии энергии, а когда у нас максимальная яркость, у нас наоборот максимальный расход энергии. Поэтому странная схема, больше похожа на маркетинг. По яркости тоже все отлично, так как это AMOLED, здесь очень контрастные, яркие, кайфовые цвета. 480 нит яркости в обычном режиме, до 700 яркости в авторежиме. И пиковая яркость это 1400 нит, очень ярко, как iPhone и как Samsung, плюс максимально хорошая цветопередача, DCI-P3 и еще отображение 1 миллиарда цветов. Просто очень круто. И даже тот шим, который здесь есть, его можно немножко прибрать за счет того, что здесь есть внутренняя функция DC-dimming. Не сказать, что она сильно помогает, но в любом случае работает, это хорошо. Сверху покрыто защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Это предпоследняя, последняя есть Victus Plus, но оно на Samsung Galaxy S22 Ultra. Хорошее олеофобное покрытие и разрешение вплоть до Quad HD+, то есть 509 точек на дюйм, это 1440 на 3216. Но я рекомендую пользоваться обычным разрешением, Full HD+. Так как здесь AMOLED матрица, поэтому у нас работает Always On Display, вы постоянно можете видеть информацию о времени, о том, что происходит с вашим смартфоном, уведомления, аккумулятор и так далее. Смартфон настолько чувствительный к касаниям и так быстро реагирует на все, что создает такое ощущение, что ты даже не нажимаешь, а он уже сделал какое-то действие. Это действительно безумно
приятное ощущение, потому что, честно могу сказать, вот беря в руки Galaxy S22 Ultra, и ты не получаешь такого отклика. То есть здесь прям очень-очень быстро. Samsung просто быстро, а здесь очень быстро. Здесь нет влагозащиты, хотя лоток под сим-карту прорезинен, но в любом случае лишний раз купаться со смартфоном я вам не рекомендую. Я вообще напомню, что в принципе даже если есть в смартфоне влагозащита, если у вас он как будто бы протек, вы его не сможете сдать по гарантии. Потому что протекший смартфон — это не гарантийный случай. Во всех компаниях. Apple, Samsung и все остальное не гарантия. По памяти все отлично. Это последнее поколение LPDDR5, 8128, 12256, 12512. Карточки памяти нету. Две сим-карты можно использовать. Внутреннее хранилище тоже очень быстро, UFS 3.1, а вот нижний USB Type-C не очень быстро, версия 2.0. Соответственно, файлы от телефона к компьютеру по проводу передаваться будут не очень быстро, а так как здесь можно снимать 8К видео, соответственно, это может быть очень длинное мероприятие, я имею в виду передачу файлов. По результатам AnTuTu этот смартфон выдает порядка 960 тысяч баллов, нагрев до 38, а во втором прогоне свыше 40 градусов. В целом прилично. Если посмотреть на throttling тест, то тоже происходит не сильное проседание, примерно на 20%. То есть, грубо говоря, это, конечно же, не игровой смартфон, с одной стороны, потому что в нем нету всяких игровых фишек, типа курков и всего остального. С другой стороны, это очень продуктивное, очень мощное, классное решение, чтобы вы могли и играть в тяжелые игры типа Genshin Impact, вы можете и заниматься монтажом видео и так далее. Короче, вот прямо максимально рабочая лошадка. Самое главное, по очень интересной цене, но в сравнении с конкурентами, конечно же. Если вообще говорить про AnTuTu, то это третий по производительности смартфон в мире на данный момент. На первом месте Nubia 7, на втором месте IQ O9 Pro. Чтобы смартфон не нагревался и не тротлил, в нем есть специальная система охлаждения. Называется Stainless Steel Vapor Cooling Mask. Состоит из 9 слоев, включая алмазный термогель. Таким образом, смартфон борется с нагревом и тротлингом. По звучанию здесь тоже все отлично. Стереодинамики работают так, что нижний берет на себя основную массу, середина, низкие частоты, и верхний он такой больше для высоких частот. Давайте прямо сейчас сравним его с Galaxy S22 Ultra. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам смартфон понравился больше, а слушать мы будем мою новую композицию. Если вы, кстати, перейдете по ссылочке и поставите лайк, мне будет приятно. По беспроводным соединениям все отлично. Разговорные динамики хорошо работают, я всех слышу, меня все слышат хорошо. Датчик приближения работает на ура, это не Xiaomi. Здесь хороший виброотклик, возможно, он не самый топовый, но хороший. У него вопросов нету, можно настраивать его силу и работу в разных приложениях. Wi-Fi 6 версии, Bluetooth версии 5.2. Есть поддержка высококачественных кодеков aptX HD, чтобы музыку по Bluetooth слушать вообще классно. Несмотря на то, что это китайский смартфон, здесь поддержка 20-го бенда есть, то есть вообще никаких не будет вопросов по связи. Здесь еще есть такая штука, называется NFC 360, то есть, грубо говоря, какой стороной ты не приложишь смартфон к NFC, ты сможешь расплатиться. Помните, правда, что сейчас у нас с бесконтактными оплатами Google Pay есть вопросы, так что озаботьтесь этим моментом. И, скорее всего, надо будет заводить Mir Pay, ну и карточку, соответствующей этой платежной системе. Кстати, друзья, если вам нужно записать отдельное видео, я вот думал сейчас, в рамках вот всей ситуации, которая сейчас происходит, каким образом настраивать Mir Pay, если у вас там Альфа-банк, Сбербанк, Тинькофф и так далее. Если нужно вот такое видео по настройке, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я думаю, что это видео может быть полезно для многим сейчас. По аккумулятору здесь тоже все отлично. 65-ваттная зарядка. Заряжает смартфон примерно минут за 40. Аккумулятор на 5000 мАч. Круто, что смогли уложить сюда именно такой большой аккумулятор. Ну и дает он 6-7 часов работы экрана в течение дня. Соответственно, вам его может хватить даже на 2 дня, если вы не сильно будете мучить ваш смартфон. На 1 день точно хватает. И это очень круто, особенно по сравнению с первым поколением GT номер 1. Там смартфон выдавал в течение дня порядка 3-4 часов работы экрана. Это, грубо говоря, для меня в 6 вечера уже смартфон умер. Здесь практически в 1,5-2 раза улучшили работоспособность. Молодцы, Realme, красавчики. Кстати, я говорил, что этот смартфон уже появился в глобальной версии, и если вы хотите его приобрести по хорошей цене, я вам рекомендую заглянуть в телеграм-канал моего товарища Александр, польза нет. Там он постит как раз очень много полезной информации по поводу того, где и как можно приобретать хорошие продукты с Алиэкспресс по доступным ценам. Ссылочка будет внизу. Ну а если вы хотите приобретать все-таки смартфоны не на Алиэкспресс, а в России, я вам рекомендую заглянуть к моим друзьям от компании Цифрус. Также внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. У них классные цены, интересные смартфоны, доставка по всей России, так что welcome. По камере у нас интересная ситуация. Во-первых, она хорошая, она может по основному модулю соревноваться с основными флагманами, потому что здесь
стоит Sony IMX766. Это хороший сенсор. Он также стоит в топах Xiaomi, Vivo, Realme и так далее. Но есть пара моментов, которые сходу расстраивают. Момент номер один. Здесь нету телевичка. Мы привыкли к тому, что у флагманов есть телевички, но Realme почему-то избегают телевичков. В принципе, телевичок у Realme по большому счету был только один. Это Realme X3 Super Zoom. Так назывался смартфон. Он выходил пару лет назад. Вот там был телевичок, увеличение в 3 раза. Все. Больше они не используют телевички. Почему, не знаю. Во флагманах нет. Но вместо этого здесь есть специальная камера микроскоп. Понятное дело, что она особенно по жизни не нужна, но делать при помощи нее прикольные фотографии можно. Еще один минус — это фронтальная камера снимает только на Full HD, она не снимает 4К, не 30, не 60 кадров в секунду, да и Full HD снимается только в 30 кадров в секунду. Короче, с этим надо поработать. Я вообще, знаете, сейчас делаю большое сравнение Realme GT2 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Huawei P50 Pro, и это видео скоро у меня будет на канале, большое фото-видео сравнение, чтобы понимали, на что реально способен GT2 Pro. Ну, прямо сейчас вы видите примеры фотографий в сравнении с самсунговским флагманом. Я могу сказать, что, ну, хорошо, можно делать классные фотографии при помощи 766-го сенсора. Я напомню, кстати, что его совсем недавно Realme установили также и в Realme 9 Pro Plus. И рассказ про этот смартфон у меня также появится совсем скоро, как и сравнение его с Redmi Note 11 Pro. Я вот еще думаю, какой Samsung туда засунуть, потому что Galaxy A53 пока не вышел, а Galaxy A52 старенький, годовалый уже. В общем, я над этим думаю. По видео тоже особенно вопросов нет. Я уже говорил, что можно снимать вплоть до 8К. Работает стабилизация, причем на основном модуле это оптическая стабилизация плюс цифровая, соответственно, максимально хорошие будут результаты. Ну а вот это вы видите фотографии с микроскопа. Вы понимаете, микроскоп — это не то, что ты прямо близко смотришь, это супер близко. Поэтому у нас есть возможность окунуться в тот мир, с которым мы вообще в жизни никак не сталкиваемся. Если вам хочется сфотографировать каких-то мелких насекомых, какие-то моменты очень прикольные, какие-то детали, каких-то механизмов, вы прямо это можете делать, и это очень и очень круто. В идеале, я бы сказал, было бы так. Основная камера, широкоугольная камера, также телевичок, например, на 2 или 3 раза, ну и микроскоп. Вот это было бы вообще очень круто. Но Realme поступили иначе. Ждем в следующих выпусках про апгрейдженную камеру. Что в итоге можно сказать? Ну, конечно же, это очень классный смартфон, и когда он выходил, у него была хорошая цена, 750 евро. Она показывала, что Realme по-прежнему выпускают те смартфоны, которые стоят не очень дорого по сравнению с другими флагманами. Грубо говоря, это самый недорогой флагман, но при этом дающий крутые результаты. Можно, кстати, также вспомнить про GT2, младшую версию. Но, к сожалению, с современным курсом, вообще с современной историей, сложно вообще, в принципе, говорить о деньгах, поэтому просто я вам хочу сказать, что это хороший флагман, которым вы будете пользоваться много лет, и он будет доставлять вам удовольствие, я думаю, что практически во всем. Вот такая вот история, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ни в коем случае не болейте. Всем вам счастливо и берегите себя, своих близких. Пока.